Есть такая легенда. Отправил князь Владимир Красносолнышко послов в восточные земли. Много времени прошло, уже и князь умер, а они не возвращались. Но однажды пришел седой старец, один из того посольства. Рассказал он, что нашли они на востоке благодатную страну, где все свободны, где живут праведно, где никто никого не притесняет. В реках там течет молоко, а берега сочатся медом. Хочет он всем показать туда дорогу, но только никто за ним не пошел. Не поверили ему. Устье Катуни находится недалеко от старейшего города Алтая Бийска. Здесь уже спокойная равнинная Катунь, делясь на множество проток, сливается с Бией. И вместе они дают начало крупнейшей сибирской реке – Оби. Уже здесь, в низовьях, можно увидеть, что вода Катуни непрозрачная. В зависимости от погоды она принимает разные оттенки, но часто бывает молочно-белой. Не потому ли в этих краях староверы искали легендарное Беловодье? Отправимся и мы вверх по главной реке Горного Алтая, ведь Катунь переводится с алтайского «хозяйка», «госпожа». Вначале наш путь пройдет по знаменитому Чуйскому тракту. Он начинается в самом городе Бийске, за мостом через реку Бию. Тракт проходит через всю республику Алтай, до границы с Монголией. Его длина 617 километров. И долгое время он идет бок о бок с Катунью. Началом освоения Чуйского тракта можно считать 1756 год, когда алтайцы вошли в состав Российской империи. Тогда дороги, конечно, не было, а было направление, по которому в Китай отправились русские купцы. О строительстве тракта заговорили в середине XIX века, а выстроили только в начале XX на деньги, собранные бийскими купцами. Но уже к 1914 году дорога сильно обветшала. Война, а после революции помешали ее восстановить. Окончательно Чуйский тракт был построен лишь в 30-е годы заключенными. Это были в основном раскулаченные алтайские крестьяне, превратившиеся в дорожных рабочих. К лету 1934 года лагеря вдоль дороги убрали, и по трассе прошел первый автопробег – Бийск-Кошагач. Чуйский тракт был сдан. В 40 километрах от Бийска по Чуйскому тракту находятся Сростки. Это большое, крепкое, старинное алтайское село. Только по документам ему больше 200 лет. Все село можно охватить взглядом с высокого холма, который называют не иначе как горой. Горой Пикет. На ее вершине памятник самому известному уроженцу Сросток Василию Макаровичу Шукшину. Мне шел 17-й год, когда я ранним утром, по весне, уходил из дома. Мне еще хотелось разбежаться и прокатиться на ногах по гладкому, светлому, как стеклышко, литку, а надо было уходить в огромную, неведомую жизнь, где ни одного человека, родного или просто знакомого. Было грустно и немножко страшно.
Мать проводила меня за село, села на землю и заплакала. Незадолго до смерти он часто говорил, что хочет бросить кино, заняться только писательством, живя здесь, с Ростком. Я живу с чувством, что когда-нибудь я вернусь на родину навсегда. И какая-то огромная мощь чудится мне там, какая-то животворная сила, которой надо коснуться, чтобы обрести утраченный напор в крови. Видно, та жизнеспособность, та стойкость духа, какую принесли туда наши предки, живет там с людьми и поныне. Василий Шукшин. — 77 километров Чуйский тракт идет по территории Алтайского края. Вдруг замечаешь, что вокруг появляется все больше гор. Вскоре мы въезжаем в Республику Алтай. Недалеко от границы, в подарок от Республики Татарии, установлен монумент. Надпись на нем объясняет, что это дар земле, где родился тюркский этнос. Первый тюркский каганат образовался в VI веке. Его территория простиралась от Кавказа и Крыма до Китая. Но духовным центром, где татарские каганы приносили жертвы предкам, были Алтайские горы. От тех времен по всему Алтаю остались стоять каменные воины. Местные жители называют их Кезерташ. Каждый камень – это память об умершем или погибшем в бою тюркском воине. Алтай – родина многих народов, рассеянных теперь по всему миру. Для археологов почти нетронутая кладовая. Есть на Алтае пещеры, где люди жили непрерывно на протяжении десятков, сотен тысяч лет. Русские пришли на Алтай в XVIII веке. Первыми появились беглые крестьяне и старообрядцы, а следом за ними представители государства и церкви. Наверное, после мягкой природы России все здесь должно было казаться переселенцам чрезмерным, грозным, диким. Бурные реки, отвесные скалы, странные обряды местного населения. Старообрядцы шли сюда уверенные в скором конце света. Но и другие русские люди, оказавшиеся здесь, чувствовали, как мала их жизнь в сравнении с могуществом этой природы. Недаром на Алтае есть свой остров Патмос, названный в честь того острова, на котором апостол Иоанн Богослов писал Апокалипсис. По дороге к Патмосу мы стали свидетелями локального катаклизма. В селе Чепош буквально за 2 минуты до нашего появления прошел, как бы сказать, ураганчик, узкой полосой, но такой силы, что поломал взрослые деревья. Слава богу, что он пронесся над крышами поселка, не задев ни одного дома, ударился в противоположный склон, проделал и там просеку и скрылся за горой.
Алтайский Патмос – скалистый островок посреди Катуни. Он связан с именем святителя Макария Алтайского. На этом острове молился сибирский святитель XIX века, будучи еще молодым миссионером Чемальского стана. По его инициативе здесь и была установлена церковь. Правда, этим местам грозят необратимые перемены. Здесь могут начать строительство первой на Катуни ГЭС. О ней говорили еще в советское время, но тогда проект удалось остановить. Возле Чемала уже существует одна ГЭС. Она появилась в 1935 году, тоже благодаря заключенным. Но не на самой Катуни, а на ее притоке. Это игрушка в сравнении с тем, что собираются построить. Сейчас Чемал – туристическое место. Здесь чистый, здоровый воздух, который помогает лечить больных туберкулезом. После строительства ГЭС воздух увлажнится, и туберкулезные санатории можно будет закрыть. Многие притоки Катуни берут начало в ртутеносных районах, а любое водохранилище само по себе накапливает тяжелые металлы. Вода станет опасной для здоровья, так что появление ГЭС поставит крест на развитии здесь туризма. Какими бы ни были выгоды от строительства, чистая природа – то богатство, которое имеет самую большую ценность. А ведь Катунь – одна из последних больших рек, которую пока не перегородили плотиной. В Усть-Семах Чуйский тракт отходит от Катуни, чтобы еще раз встретиться с ней в Ине. Но оттуда к верховьям реки дороги нет. Мы свернули с Чуйского тракта в селе Черга, чтобы добраться до участка реки, который называется Катунской подковой. Усть-Коксинский район – самое сердце Горного Алтая. На его территории находится гора Белуха, высочайшая вершина Алтая, да и всей Сибири. За перевалом Громотуха находится и сам районный центр – село Усть-Кокса. Оно основано староверами возле впадения реки Коксы в Катунь. В июле 2007 года село праздновало свое 200-летие. В Березовой роще на берегу Коксы прошел фольклорный фестиваль «Родники Алтая», на который приехали коллективы со всей республики. Перебором вспыхнет гармонист, а гармонь играет, сердце замирает, где ты, мой кудрявый тракторист? Гармошка голосистая ведет свои страдания, девчоночки счастливые выходят на гуляние. Подготовлено, конечно, не получится. Да.
следующий раз будем. Усть-Кокса находится на самой высокой точке Уймонской степи, замечательного по своей природе места. Со всех сторон степь окружена горами. В древности, 80 тысяч лет назад, здесь образовалось озеро, подпруженное ледником. Ледник стаял, озеро ушло, и образовалась котловина, длиной 40 километров, шириной 8-13, вытянутая вдоль Катуни. Возможно, благодаря продолговатой форме она так и названа. Уймон можно перевести с алтайского как «коровья кишка». Хотя русские люди полагали, что название пошло от слова «уйма». Да, долина плодородна и удобна для жизни. Здесь здоровый климат и почти нет комаров. В Уймонской долине живут алтайцы и русские. Алтайские деревни отличаются от русских только разве что по стоящей во дворе каждого дома юрте. Это традиционное жилище степняка теперь используют обычно вместо летней кухни. Алтайцы давно не кочуют. За много лет совместной жизни с русскими их быт мало чем отличается. Однако, как и их предки, алтайцы занимаются большей частью скотоводством. Ирина, кстати, ты же знаешь, Костя, в том году-то видел. А? Да, заливает. И все же Уймонская долина заселена в основном русскими, потомками тех староверов, которые шли на Алтай в поисках свободной земли. Среди них и появилась легенда о Беловодье, стране справедливости и древнего благочестия, убежище от воцарившегося Антихриста. Они искали ее здесь, и в том, что они уже близко к той счастливой земле, очевидно, убеждали их белые воды Катуни. Документы свидетельствуют, что старообрядцы пришли сюда во второй половине XVIII века. Хотя сами они утверждают, что сразу же после раскола. О, тебя в автобус. Телевизор слушай? Их избы, внутреннее убранство говорят о том, что были они выходцами из Архангельской, Аланецкой губерний, в общем, с севера России. Их называют кержаками, по реке Керженец в Нижегородской губернии, где был один из первых центров старообрядчества. Есть у них и еще одно прозвище – каменщики. Под напором горнодобывающих партий и казачьих разъездов староверам приходилось переселяться все дальше в горы, то есть в камень. Они уходили, селились в неприступных местах, следуя своей пословице
Если есть баба, квашня и топор, уже деревня. Но вскоре идти стало уже некуда. И они взмолились, обратились к Екатерине II с просьбой принять их в подданство. И в 1792 году указом императрицы они были прощены и зачислены в ясачные инородцы, то есть наравне с алтайцами они должны были платить ясак. Легализация позволила староверам вернуться в долину, и одним из первых поселений стал Верхний Уймон. Крепкие, хозяйственные, работящие старообрядцы обжили долину. Они развили здесь земледелие, рыболовство. Они придумали новую отрасль – мораловодство. Рога моралов, панты, во все века были валютой Алтая. В соседнем Китае за них платили огромные деньги. Но алтайцы перед снятием рогов морала убивали, а старообрядцы придумали оленей разводить. Быт старообрядцев можно увидеть в музее Верхнего Уймона. Но и сейчас все во многом осталось по-прежнему. Недаром эти места сами староверы называют последним уголком Древней Руси. Сегодня здесь живут старообрядцы двух толков. Поповцы, в селе Мульта есть церковь, и беспоповцы, общинники. Ведет службы, крестит детей у них наставник. В Верхнеуймонской общине это Галактион Фадеевич Черепанов. Старообрядческие веры, это надо ее, прежде чем ее описывать, надо ее знать. Как, что это такое. Это есть книги, есть вот история старообрядческих церквей. Там хорошо пишут, там как Никон патриарх разрушил нашу веру всю эту. Советская власть как нарушила всю нашу духовность. Он считает, что самое тяжелое время для старой веры – годы советской власти. Люди работали на советских предприятиях, и многие только к старости пришли к вере отцов. Но упрямый киржацкий нрав хранил традицию. Они берегли древние иконы и книги. Сами делали кресты, втайне по ночам крестили детей. А Беловодье, про него старики говорили, есть оно, Беловодье-то, добраться туда нелегко. Подойдут люди близко-близко, на другом берегу петухи кричат, коровы мычат, а туман-то, туман, синё аж, застилат все. Кто не грешный, тот и проходил поди. Свою новую родину они любили, природу берегли. В особом почете были реки, ручьи. Купание считалось вторым крещением, а сама вода – слезами Христа.
Уходя от цивилизации, староверы могли рассчитывать только на себя. Среди них не было врачей. Единственным залогом здоровья была природа. Вот они сами и чистили русла рек, берегли леса, животных, даже цветы зря не рвали. И жили долго, работая до самой смерти. Потому и выжили эти люди, что держали себя в строгости и верили в свою правоту. А беловодье – так это мечта, она в душе у каждого. В 1926 году в Верхний Уймон тоже в поисках таинственной страны приехал Николай Рерих. Он называл ее Шамбалой. Алтай покорил его. Рерих говорил, что Алтай станет центром цивилизации после того, как человечество с его безудержным стремлением к разрушению уничтожит себя. Художник мечтал здесь, в Уймонской долине, построить город будущего, и название придумал – Звенигород. Но отношения Рериха с советской властью вскоре испортились, и он вынужден был прервать Алтайскую экспедицию. Ему так и не удалось достигнуть Белухи, которую он считал одним из главных центров мировой силы. Все народы знают, что место святых людей на горах, на вершинах. Туда стремится дух человеческий. Сама трудность горных путей привлекает. Там случается необычайное. Там мысль народная работает кверху. Николай Рерих. Мы решили отправиться к Белухе, потому что именно с нее берет начало Катунь. К тому же мы надеялись получить там ответ на вопрос, почему воды реки имеют такой цвет. Хотя жители Уймонской долины сказали нам, что Катунь, оказывается, не всегда белая, только летом. Весной, осенью она бирюзовая. Чтобы подняться вверх по реке, мы обратились за помощью в Катунский заповедник, центральная усадьба которого находится в Усть-Коксе. Заповедник создан в 1991 году и охраняет природу южного макросклона Катунского хребта. Из Усть-Коксы мы добрались до деревни Мараловодка. Выше нее на Катуни поселений нет. Здесь, пересев на катер, отправились вверх по бурной реке. Вместе с нами ехали инспекторы заповедника. Для них это путь привычный. Мы же смотрели во все глаза, углубляясь в незнакомые горы. Ощущение было такое, будто мчишься по каменистой дороге. За 80 километров водного пути катер, перескакивая с порога на порог, поднял нас на 250 метров. Впрочем, и самый мощный катер, и самый опытный штурман не могут подняться к верховьям Катуни. Там есть абсолютно непроходимые места. Впереди показались домики. Это заповедный кордон. Наш водный маршрут заканчивается.
Мы остановились недалеко от кордона на горной пасеке. Алтайский мед по своим качествам считается лучшим в мире. Собранный пчелами с горных лугов, он обладает бесценными свойствами. Правда, в этом году поздний заморозок погубил многие травы. И даже сейчас, в середине июля, еще нет меда. Но жизнь в ульях идет, пусть и почти на холостом ходу. Сбежавший рой поймали на соседней елке. Пересаживают в новый улей. Лето установилось жаркое, травы, скорее всего, еще наберут силу, и мед будет. Как же без него на Алтае? Пасека находится возле впадения в Катунь реки Озерной. Эта река берет начало из красивейшего горного озера – Тайменьево. Находится оно в стороне от нашего маршрута, в нескольких часах езды на лошади. Но мы решили, что увидеть его необходимо. Загадочно происхождение названия Тайменьево озера. Ведь рыба таймень в нем не водится. Может быть, первые землепроходцы приняли за тайменя ленка или ускуча, которые здесь в изобилии. Есть и другая версия, что на берегах озера жил беглый каторжник по кличке Толмен. Места это и правда глухие. До ближайшего населенного пункта 100 километров. А в окрестных горах, говорят, видели самого скрытного зверя, снежного барса. Тогда это самое западное место его обитания. Тайменье озеро наполняют реки и ручьи, текущие с ледников. А вытекает только одна река – Озерная. При впадении в Катунь ее прозрачные воды какое-то время текут, не смешиваясь с мутными катунскими. Но их самостоятельность продлится недолго. Вскоре хозяйка Алтая растворит их в себе. От устья Озерной добраться до истока Катуни можно только на лошадях. Это около 90 километров пути. Чтобы начать ездить на машине, нужно учиться. Поехать на лошади не составляет труда. Несколько правил управления поводьями, и ты всадник. Конечно, не джигит, но вперед продвигаешься. А все потому, что самих лошадей учат возить таких, как мы. С мыслящим существом иметь дело всегда приятно. Хотя, конечно, коням куда приятнее было бы пастись недалеко от дома, чем ходить по горным дорогам. К тому же, в отличие от Уймонской долины, здесь куда больше летающих насекомых. В лесах людей донимают комары, а на лугах лошадей слепни. В итоге достается и тем, и тем. Самый бурный участок течения в этой части реки называется Щеки. Две скалы сжимают и словно пришпоривают Катунь, отчего она приходит в ярость, пенится и скачет по камням. Эти края почти не хожены. И как неожиданно было увидеть на скале такую табличку. В далеком 1991 году Катунь унесла здесь жизнь 16-летнего туриста-сплавщика.
По всему маршруту есть только несколько удобных мест для ночевки. Затянув со съемками, к первому ночлегу мы подошли лишь в темноте. Вечер выдался грозовым. Энтузиазм первого дня еще не иссяк. Мы снимали, пока наш проводник, старший инспектор заповедника Алексей Казанцев, ставил палатку и готовил ужин. Тем и закончился первый наш день. Только утром мы разглядели место, приютившее нас. Это небольшая возвышенность возле устья реки Огневки. Раньше это место использовалось как становье казахскими скотоводами. Здесь недалеко брод через Катунь. По другую сторону реки, за горами, Казахстан. Оттуда добраться сюда проще, чем из России. Сейчас трудно представить, но когда-то здесь паслись многочисленные стада. Луга были вытоптаны и выщипаны. Даже разделение государства не могло остановить казахских пастухов, потому что долгое время граница была неохраняема. Только создание заповедника помогло исправить ситуацию. За 16 лет его существования ландшафты почти полностью восстановились в своем первозданном виде. Утро затянулось, Лайка Чара начала скучать. И хотя прошлый день напоминал о себе болями в спине, но пора было собираться и отправляться в путь. В этот день нам приходилось переходить множество рек, притоков Катуни. Для собаки это стало настоящим испытанием. Но, похоже, ее такие приключения совсем не пугали. Когда течение уносило ее, мы не на шутку беспокоились. А она вскоре прибегала, как ни в чем не бывало. За рекой Кураган лес стал исключительно хвойным. Теперь вокруг нас были только лиственницы и кедры, а из кустарников жимолость. Кедры тут встречаются могучие. Для многих зверьков они служат домом. Белки и бурундуки разделили его по этажам. Белки живут наверху, в ветвях. Их родственники бурундуки среди корней, хотя и по деревьям лазят не хуже белок. Есть алтайская легенда, что однажды бурундук накормил орешками голодного медведя. Тот в знак благодарности погладил его по спине. С тех пор у бурундука на спине полосы, следы медвежьих когтей. Небольшой привал в середине дня.
Отдых нужен всем. Мы завариваем чай из алтайских трав, а расседланные лошади первым делом освежают вспотевшие спины. Мы остановились у начала плоского плато. Катунь течет здесь спокойная, как равнинная река, и это в горах на высоте 1600 метров. Такую длинную заболоченную долину преодолевать тоскливо, да и для лошадей утомительно, потому что здесь много слепней. Поэтому, перейдя на левый берег Катуни, мы поднялись в горы. Наверху нам встретилось небольшое озеро, называется Налимье. В отличие от Тайменьего озера, оно отвечает своему названию. Налимы в нем водятся. Впрочем, рыбаков здесь уже давно не встретить. Мы возле самой границы. Вот эта дорога идет из Казахстана в Казахстан, но небольшой ее отрезок проходит через Россию. Дорога гораздо древнее границы. Это и есть дорога страны Беловодье. Здесь, между Катунью и Бухтармой, как говорили староверы, и находится вольная земля. Отсюда можно попасть и в казахские степи, и в Россию, и в Китай. Может быть, Беловодье – это не скрытый от всех уголок земли, а перекрестие разных путей. Самое свободное место, если у нас есть возможность выбирать, куда идти. Наш путь лежал к Белухе. Когда мы спустились с горы, нам снова предстояло переправиться на правый берег Катуни. Но река настолько быстрая, что Чара, оценив свои силы, рисковать не стала. Недалеко от берега стоит избушка, срубленная много лет назад казахскими пастухами. Сделана она из лиственницы, дерева очень устойчивого к гниению. Ей долго еще стоять, а хозяева сюда вряд ли уже вернутся. На следующее утро за поворотом мы увидели Белуху. Вот она, высочайшая вершина Сибири, двуглавая гора. Ее западная вершина 4435 метров, восточная 4506. Белуха относится к Катунскому хребту. Но одна она несет на себе половину всех ледников хребта. Ледники дают питание множеством рек, в том числе и самой Катуни. Алтайцы называют Белуху Кадын-Бажи, вершина Катуни. Есть у нее и другие названия, например,
Аксумер. Сумер в буддизме священная гора, сакральный центр мира. И географически Белуха находится в центре материка, на равном удалении от всех 4 океанов. Катунь ближе к истокам, кажется, становится еще белее. Река Капчал – первый ее большой приток. Он тоже берет начало с ледника, но не с Белухи, с другой горы. И его вода прозрачна. Чем же Белуха красит свою реку? Чтобы это выяснить, нам остается последний участок пути. Долина сжимается. Берега – это уже склоны гор. Но здесь река снова течет по небольшому плато, разбиваясь на несколько проток. Мы устроили лагерь недалеко от подножия Белухи. Было уже совсем темно. Солнце освещало только высочайшую вершину Алтая. Наутро уже пешком отправились к истоку Катуни. Мы на высоте 2 километра над уровнем моря. Здесь даже в июле можно пройтись по снегу. По ощущению, здесь в самом разгаре весна, пора цветения и полноводных ручьев. Места и по виду суровые. Эти нагромождения камней показывают границу, до которой спускался ледник, когда климат был еще холодней. Мы спустились к реке и увидели, что ее берега выложены белой глиной. Высохшая глина, как пепел, состоит из мельчайших частиц. Так вот, что окрашивает воду Катуни, превращает ее в белый раствор. Здесь вода еще грязно-белая, потому что к глине примешаны другие, более тяжелые частицы. По дороге они осядут, и вода примет цвет молока. Это каолиновая глина. Образуются они при выветривании пород, содержащих полевые шпаты. Но эти процессы происходят во влажных тропиках. Такой климат здесь был в кембрийское время, 500 миллионов лет назад. После поднялись горы, и глина оказалась под ледниками Белухи. Можно представить, каковы ее запасы, что она окрашивает всю реку. Но почему вода Катуни не всегда белая?
Вот место ее истока – ледник Геблера, названный в честь первого исследователя Белухи. Летом ледник активно тает, и каолиновая глина, собранная им со склона Белухи, поступает в реку. Когда же осенью таяние заканчивается, цвет Катуни определяют в основном ее чистые притоки. Но сейчас лето. 688 километров отсюда до самой Аби Катунь несет белые воды, словно хранит память о том месте, где она родилась. Вбирает в себя 1000 рек, но остается верной своему беловодью.